Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer, меня зовут Евгений. Мы продолжаем играть в Stationers. Мы выживаем на Марсе. Пока загружается игра, я хочу поблагодарить тебя за твой лайк, подписку и комментарий. Это помогает развивать канал и мотивирует меня делать новые и новые видео. Теперь возвращаемся к игре. Нам надо гидропоник сокет код. Ну и что? Так, короче, вот у меня лоток. Он сейчас пустой. Если он пустой, надо смотреть еще, не пустой ли, есть ли семена. Давай попробуем сделать так. Если вот мы считываем семена, считываем гидропонику. Господи, ну что тебе надо? Так, это у нас гидропоника, да? Гидропоника. Гидропоника 1 купает. Смотрим, есть ли гидропоника. Смотрим из сидинг 1. Это вот вообще все уберу. И флаг уберу. Мне еще надо знать, есть ли семечко в самом харвере. Делаем здесь из Арви. Покупает 1. Тоже со слота будем считать. У Харви там 1 слот нулевой. Тоже есть такой вот окупает параметр. Есть. Теперь делаем проверку. Если гидропоника у нас пустая и Харви у нас не пустой, тогда мы включаем плант. Тогда мы включаем плант. Даже можно сделать вот так. Значит, у нас будет включаться плант. Каждый раз мы проверяем. Плант мы будем включать и выключать. Если гидропоника пустая и в Харви имеется что-то, ну, семечко. Если да, тогда включаем. Если нет, мы выключаем. Этот оператор называется тернарный оператор. Как это работает? Первым блоком идет условие, которое должно вернуть да или нет булева. Разделитель блока, знак вопроса. Вторым блоком идет то значение, которое нужно вписать, вернуть вот налево после равно в эту сторону. И если нет, после двоеточия идет то значение, которое нужно вернуть сюда же. То есть я то или то возвращаю. В принципе, можно так не делать. Можно вообще сразу вписать просто результат условия. Так или иначе он будет да или нет. Таким образом упростить. Проверим. Сейчас он должен стоять на месте, ничего не делать. Как только я положу туда семечку, он должен эту семечку просто посадить.
Всё, он её просто посадил. Отлично. Критический уровень голода. Хочу кушать. Кушать, кушать. Иногда, когда не понимаешь логику или не хочешь понимать, то есть, ну, бывает, мозги сопротивляются, да, что-то вообще думать. В чём-то думать бывает, сопротивляется мозг. Бывает разные причины. Устал, не хочешь, еще что-то там, да. Вот, то самый простой способ — это разбить задачу на мелкие шаги. Не все сразу делать, а по мелочи. Вот одно движение: посадка, остановка. Сейчас мы покушаем. Потом у нас там пусто, да, уже все. Отрежем вот еще 2 штучки сделаем. Хорошо. То есть он все, он перестал у нас рубить, все подряд, ломать, долбить и так далее. Вот он посадил и успокоился. Теперь нам нужно включить фазу, когда он будет, уборкой заниматься. Теперь у нас есть Harvey и режим Harvest. Когда наша гидропоника получила сидинг. То есть это будет сбор только семян. То есть он один раз таким образом включится, возьмет семечко и выключится. Все. Нам нужно теперь сделать так, чтобы Harvest включился в момент, когда появилось семечко, продолжил уборку и выключился только в момент, когда лоток станет пустым. Так как у нас между фазой сидинг и опустошенным лотком будет какой-то промежуток времени, когда уже сидинг 0, но нужно продолжать уборку, тогда нам надо сделать, вынести за пределы логики с циклом все-таки флаг ready to harvest и записывать это состояние флага harvest. Теперь момент, когда мы его меняем. Мы берем, проверяем, если есть семечко, то мы тут же ready to harvest переводим в состояние да. То с этого момента harvest будет включен и не будет выключаться. Дальше, как только у нас наступила фаза пустого лотка, вот он, лоток пустой. Мы и тут в этот момент состояние харвеста выключаем. Я это вижу так. Вроде бы все минимально логично. Появилось семечко, включили, пропустили. Здесь будет false, потому что не окупает. Harvest включился. Выполняется, выполняется, выполняется. Это все пропускается до тех пор, пока не упремся в состояние пустого лотка. Как только лоток стал пустым, у нас флаг выключился. Здесь сработал plant, потому что сработают в этот момент эти условия.
И Harvest тоже выключится. Одновременно у него выключится. Проверим. Он взял и убрал. То есть у нас и сидинг, что ли, сработал? Потому что в другом случае мы не можем по-другому сказать, что Harvest должен быть включен. Ready to Harvest всегда пустой. Давай выведем лампочку какую-то и будем вот эту херню писать в эту лампочку. Посмотрим, где у нас тут есть что-нибудь. Консоль у меня где-то была. Такая консоль. И где-то был... в принципе, да, мы можем просто взять консоль. Сюда я ее поставлю и будем проверять. Что это как бы не смешно. Куда, конечно, хвостик ушел. Да ладно. Надо этой консоли какое-то имя дать, да? Или какое у нее там сейчас имя? Светодиодный дисплей 0. Это было. Давай вот на D5 повесим. Светильники. Вот, светодиодный дисплей на D5. Хм. Да что ж такое-то, а? Что ж вы мне все сегодня... Так будешь сидеть на голове? Хм. Светодиодный дисплей. Девайс. Скажу консоль. Консоль D5. Так, и будем Ready to Harvest в нее писать. Даже сначала посмотрим и seeding, чему он там равен. И seeding у нас равен -1. Ты сейчас посадишь, да, если я там что-то сделаю? Seeding у нас -1. -1 это false, по сути. Давай мы вот это пока закомментируем. Кинем туда семечко. Смотрим. Ну да, он продолжает быть -1. Хорошо. Дальше мы смотрим. Harvey occupied.
Гидропоника купают, мы смотрим. Купает один. Занят, да? Теперь мы уберем. Я так не уберу. А он вот может, наверное, убрать. Так, 0. 1-0 меняется значение. Один к -1. Гидропоник окупает от 0 до 1. Логично. Теперь смотрим, что получается с вот этим вот Ready to Harvest. Именно его будем смотреть, этот флаг. Да или нет? Сейчас нет. Теперь да. То есть он говорит, что сейчас реально Ready to Harvest. Готов к уборке. Теперь смотрим, почему он сейчас готов к уборке. Неужели сидинг сработал? Что если -1 в сидинге приводится к абсолютному значению и становится единичкой? В понимании. М? Интересный вопрос. Давай посмотрим, что такое гидропоника. Мгм. Органика. Гидропонная установка. Логика. Слоты. Инк флота 0. Байт 0 или 1. Сидинга 0. Я постарею, да, пока дождусь, то, что он вырастет. Сидинг из сидинг. Еще раз посмотрим на сидинг. -1. Тогда из сидинг у нас будет не -1. А если вот так? Вот тебе и метод тыка, пробы ошибок. Ready to Harvest сейчас 0. Да? Ready to Harvest сейчас 0. Давай принудительно уберем семечку. Да? И вкинем сюда вот 5 штук. Он должен посадить и не трогать, пока оно не вырастет. Всё, давай, выращивайся. Я семечки заберу. Теперь подождем эксперимент, собственно, наш. Ух, ну что сказать. Тяжко как-то бывает. Позаряжаю пока свои. Что у нас там по баллонам? Баллоны, баллоны. 5 килопаскалей, 6958.
Воздух включен, фильтрация включена, кондиционер включен. Идем на улицу, сходим. Надо кремния найти и сталь сделать. Надо железо, кремний. Угля немного есть, но, наверное, лучше поискать. Потому что дальше надо делать трубы. Что у нас здесь происходит? Подолбался я немножко с кодом. Тут у нас что-то есть. Минимальное количество СО2. Продолжает колбасить, да? 3 моля на вход. Там 202 градуса, 1,53 мегапаскаля. Есть входящий СО2 с трубы каким-то минимальным количеством. Я пока выключу. Ну, прям как бы минимум. Ну, а здесь есть у нас СО2. Кислород есть? Кислород есть. 7%. Вот. Полютанц у нас там 61%. Давай мы их подкачиваем немножко. Тут. Я ограничил количество потребляемой энергии до киловатта, чтобы если вдруг чего там на базе у нас хватило. Так. Ну что, сходим. Одна труба. Ходим, поищем наши запасы. Металл надо поискать. На сталь. Кремний. Так. Что мы делаем? Что-то я как-то потерялся чуть-чуть с этим кодом. Мне надо. Вот георадар мне надо. В эту руку георадар, а вторую руку я возьму. Куда она делась? На место. То вот машинку я возьму, вторую руку. Да, что я? Терялся? Нет. Идем искать ту сторону куда-нибудь. Медь. О, металл. Вернее, это медь тоже металл, да, железо.
Пойдем попьем. Раз такое дело. Кто-то еще здесь лежит. Кстати, у меня же там работает эта штука. Вертелка, ковырялка. Обезвоживание, уже паника началась, да? Что там? Там медь, никель немножко, кремния. Но в основном там медь и железо. Да. Ладно, останавливайся. Всё, попил, молодец. Идем, пожрешь, попьешь. Скоро даст пшеничку. Ну, возьмем. Всё, попил, поел, молодец. Пошли дальше. Дальше. Дальше нужно позаряжать инструменты, если где-то у меня позаканчивалось что-то. Кстати, вот тут можно батарейку поменять на побольше. Вот такую. Хуже от этого никому не будет. А лучше даже да. Сюда надо зарядить какой-нибудь газ. Желательно какой-нибудь новый азот, например. Пока я здесь копаюсь. Все равно надо будет азот зарядить, да, и туда, и сюда. Есть трубное оборудование. А баллоны у меня есть? Давай вот баллонов сделаем парочку. По поводу трубного оборудования. Как будто бы нету, да? Ну, как будто бы да.
Сделаем себе еще трубное оборудование. Танкфиллеры поставим. Изолированное вот трубное оборудование с газом. Вот есть обычное. А мне какое надо? Обычное или изолированное? И мне это интересно, если изолированное, оно что будет? Что оно мне даст? Ну, стали нет, конечно же. А ну-ка, сейчас одну сделаю, посмотрю, хватит одной или не хватит. Так, крутим, крутим, вертим. Вот, до одной штуки хватает на баллон. Какие баллоны мне нужно будет заправлять? Вот эти вот с пропеллентом. Вот у меня еще на пропелленте рабочая дрель. В принципе, все. То есть мне, по сути, надо пропеллент заполнять в дрель и для себя. Дрель и для себя. Мне хватит одного. Да должно одного хватить. У меня есть вот краска. Возьму. Поберишь ты ее уже. Делаю так. Баллонов я, наверное, много сделал. Один пока оставлю. Мне нужен регулятор давления еще. Один. Регулятор где-то есть. Регулятор. По поводу сокетов. У меня закончились, да, сокеты? Да, сокеты у меня закончились. Сокеты закончились. Где я буду заряжать эти баллоны свои с пропеллентом? Ну, конечно, я их буду заряжать на станции, там, где поближе. Там, где у меня газы фильтруются, там быстрее будет. Георадар, стоп. Атмосфера. Это что такое? Кислород я закончил собирать. Азот еще есть. Веществ нет. Считай, забрал. Этого совсем мало. СО2 еще присутствует 97%. Берешь, не заберешь, 150 молей. Да, потихонечку забирает. Так, где у нас азот? Азот. Вот у нас азот. Зелененький.
И как я хочу сделать? А я сейчас тут упаду, да? Да, я упаду. Падать. Только не падать. Да, пока нет, я там трубу не закончил тянуть. Значит, вот тут у нас будет баллон. Стенки есть? Давай мне стенку. Стекло хочу. Прям в стене получился краник. А ну да, стекол-то у меня здесь с собой нет. Ну ладно, нет так нет. Ай, вот это, вот это, вот это. Это. Зелененький. Потом, значит, стекла поставлю, раз мне с собой здесь нет. Пока вот такая побудет стена обычная. Здесь у нас будет стоять баллон. Панкфиль. Зелененький. Все будет зеленым. И баллон тоже выкину. Давай останавливайся, я тебе покрашу. Баллон сюда. Регулятор. Регулятор вот сюда. Низкий заряд. Да, низкий заряд. Сколько там? 7 килопаскалей. 7000 килопаскалей можно накачать, да? Здесь по-хорошему тоже бы повесить программу. По-хорошему. Не по-хорошему, у меня пока нет сокета еще одного. Я пока не буду вешать программу. Но сюда тоже руки дойдут. Они обязательно дойдут. Я сразу соединяю. В данный момент ничего эта штука не делает, потому что, ну, просто ничего не делает. Но когда принесу сюда программу для заполнения баллонов, у нас как раз будет как надо. Не в ту сторону стрелка стояла.
азот пошел наполняться. Да, чистый азот. Азот вещество не вредное, но и в дыхательной смеси может быть, и так в атмосфере. Что у нас здесь в атмосфере? Да, всего понемножку. Немножко вредных веществ. Очень много углекислого газа, 95%. Азот 2% и кислород 1,5%. Напомню, у меня стоит мод терраформирования. Соответственно, если я меняю атмосферу, то она меняется. Поэтому если я летаю на азоте через пропеллент, то в принципе он попадает в атмосферу. Сейчас он наполнится, но я не буду над ним над душой стоять. Потом вернусь и закидаю. И для печки надо. Ай, а печку я разожгу? Или не разожгу? Печку мне разжигать нечем. У меня нет с собой ни того, что называется волютанс, вот этих вот. Это не чистый водород, просто летучее вещество. Ни кислорода. Это я видел недалеко здесь. Были у меня летучие вещества, вот прям на склоне, вот они. Сейчас заглянем, может у меня на базе еще есть какие-то руды. Заберем их. Ну что, ритуал замены баллонов. Вот автоматика сработала. Приятно. Уже хорошо. Так, что у нас тут? Консоль у нас есть. Ладно. Это все неинтересно, это растет. Не очень довольная, но растет. Есть ты хочешь, пить хочешь, наверное, да? Сразу же. Воду. Троглодит маленький. Есть, попил, поел. Да там давление падает. Температура упала, давление упало. Ну ничего, со временем сейчас печку разожжем, и когда автоматизируем, будем накачивать давление, будет хорошо. Это отлично. Что у меня по фильтрам? 2%. Потом поменяю. Так, что тут? Пусто.
Тут есть. Так, так, да. Да. Вот это все мои накопанные состояния. Там фонарик лежит. Пусть лежит. Все мои состояния накопанное. А вот кремний я так и не нашел, да? Из кремния труб не будет. Я видел кремний недалеко от базы. Не знаю, где у меня есть кремний. Вот он. И вот здесь аккуратный подкоп. Не, я не буду подкапывать. Не очень хорошо, неудобно. Что у нас там? Я там где-то набалдашник принес. Что у меня здесь? У меня здесь отвод, газоотвод. По-хорошему, мне этот газоотвод надо будет пустить сюда. Сразу. Был режим такой. Flatten. По идее, он будет ровно убирать. Не ниже, чем нужно.
Выравнивать площадку. Так, ну это уже поприятнее немножко. Вываливай давай все, что у тебя тут есть. Ямку выпало. Режим флэттен выключить, потому что потом забуду и буду не понимать почему. Куда почему. Что у нас тут? Кремний. Меди немножко. Железо чуть-чуть. Золото, да? Да. Так, готово здесь. Теперь что мне надо? Мне надо печь разжечь. Сделать сталь. Переплавить кремний. И сделать трубы. Печь разжечь это такое занятие. Сейчас день. Хотя у нас минус 10 на улице. Можно в руки смело брать эту штуку. Не испаряется? Не испаряется. Мы сделаем вот так. Есть. Я 1 к 1 кидаю. Вот, печечка разожглась. Пока она горит хорошей температурой. Пустая? Пустая. Мы вкинем туда сразу вот эту вот штучку. Кремний чистый. Хорошо горит. Ну, кто смотрел прошлые выпуски, у меня вон труба идет. И по этой трубе все в автолад попадает. Поехали. Чистый кремний ушел. Теперь мне надо вспомнить. Что я могу вспомнить? Давай, ладно, серебро закинем. Плавим его.
температура падает. Серебро ушло. Теперь надо понять, вспомнить, не вспомнить, сколько у нас там на сталь идет соотношение. Слитки. Сталь. Буря началась. Сталь у нас идет на 75 кусков железа, 25 кусков углерода. Значит, на 150 кусков железа 50 углерода. 150 50. Значит, берем 100. Вот этот делим пополам. 50. Один и 1 килокельвина. Там буквально 1 градус и все, и перестанет плавиться. Печка раскаленная. Красная. 150 железа. На 150 железа у нас идет 50 угля. Ну, не сплавится, потому что температура упала. Сейчас он не сплавится, но я температуру подниму. Видишь, у меня железо 50, и у углерода 50. Они разделены. Если я сейчас открою, то будет просто комок массы. Температуру поднять можно, добавив туда... Сейчас посмотрим, этот добавить или кислород. 880 температура. 880 поднимается температура. Прекрасно. Как долго она поднимается? 990 килокельвин. Вот, пожалуйста, сталь сплавилась. Получается, одного кусочка хватило, чтобы поднять температуру. Сталь есть. Пошла на выход. 18 мегапаскалей давление. Пока приемлемо. Теперь плавим медь. Сейчас по отдельности поплавим медь, потом еще сделаем стали. Мне ее много нужно будет, поэтому я думаю, можно еще стали сделать. Медь ушла. Так, медь ушла. Теперь посмотрим. Давай золото поплавим. Смотрим, будет оно плавиться или надо поднимать температуру. Ну, плавится нормально. Хватает. Я еще рад, что вот эта буря не сдувает мои слитки, которые я вкидываю. Так, золото ушло. Дальше. Никель попробуем поплавить. Никель плавится. Температуры хватает. Тогда закидываем никель. Его все равно нужно плавить, поэтому как бы... А чё не поплавить? Есть. Что дальше? Дальше у нас еще есть... Низкий заряд. Все у нас дальше нету. Вот это вот железо можно кинуть. Слиток железа превратилось. Да. Теперь дальше вкидываем снова еще 50 угля. Получается углеводород. И 150 железа туда в топку. Должно получиться 50 к 150. И температуру, естественно, тоже надо будет поднять одним кусочком.
Есть. Теперь смотрим температура. Сталь сплавилась. Сталь готова. Теперь вопрос еще. Может еще сделать? Я же могу. Да? Куда? Подожди. Делим пополам. Кидываем. Кидываем. И вот этот пополам. Так. Теперь еще вкидываем летучих веществ. Да, температура растет. Кстати, вот обратите внимание, красная кнопка. Когда сплав будет готов, кнопка сразу станет зеленой. Все. Теперь чисто железо поплавлю. Чисто железо, оно тоже надо, его надо много. Я довольно неплохо сделал количество стали. За давлением я слежу, пока не, ну, оно приближается к критичной отметке. Я прямо сейчас не буду спускать. Я хочу его в бак перекачать. Все. Железо поплавилось. Все, печь остается разожженной. Она продолжает гореть, у нее температура будет падать. Я прожил 137 дней, официально 136, но консоль говорит 137. В общем, температура падает, это не страшно. Мне главное все эти газы, которые внутри, оставить их здесь, не выпускать в атмосферу и дальше собрать их себе в бак. Там колбасит. Колбасит, кстати, в никуда, потому что все батареи заряжены полностью. И тут уже стоит задуматься над тем, что стоит либо добавить батарей, либо это избыточную энергию куда-то деть. Что-нибудь нагреть, например. Можно поперекладывать. Чем у нас там? У нас там вот так. Потом я собирался быстро фильтр поменять, и меня спрашивал. Я напоминал, что пора бы. Подожди, вот так. Вот. Теперь это мусор. Мусор будет здесь. Что у нас здесь? Вот, то, что я хотел. Она выросла. Он ее не собирает, Харвер. И он будет ждать фазу семян. Раньше он у нас собирал сразу, в первой итерации, когда я делал в прошлых сериях скрипт. Теперь он делает то, что я хочу. Пока что. У нас, скажем так, стопроцентным результатом будет, когда Харвер выдаст семена и выдаст потом еще и урожай.
После этого будем считать, что программа готова, и можно будет уже харверы множить больше, чем одну вот эту ячейку. Кушать хочет? Хочет, да? Давай сразу это сделаем. Есть? Надкушенная есть? Вот, кушаная. Молодец. Теперь мы идем делать трубы. Из автолата вынимаем вот все, что мы наплавили. 255 железа, 126 золота, бла-бла-бла и 600 стали. Серебро, никель, кремний. Приятное количество получилось. Теперь мы это все в трубогиб закидываем к остальным слиткам. И наверх побежали. Ну, фаза семян скоро будет. Трубогиб. А так у меня вот все остальное здесь есть. Приличное количество уже есть всего по чуть-чуть. Трубы мне нужны. Трубы. Изолированная труба. Вот. Но мне их не надо 200 штук, но мне надо их приличное количество. Птичка вот еще горячая, светится. Я буду заменять трубы вот эти. Потом пущу контур с трубами вот сюда, под лестницу, и в фиолетовую трубу вот здесь соединюсь. Вот, и у меня тогда фиолетовый контур, он наполнится горячим газом прямо из печки. Что, серия подошла к концу. Я в следующей серии продолжу делать трубы, продолжу заниматься вот этим вот контуром, газоотводом с печи. Дорогой друг, спасибо тебе, что был со мной на этом эфире. Я благодарен тебе за твои лайки, подписку, комментарии. Увидимся в следующем выпуске. Выпуск выйдет завтра. Пока.